Приветствую всех на нашем канале. Некоторые наши подписчики, которые, скорее всего, начали заниматься рыбалкой совсем недавно, просили, чтобы мы показали, как изготовить классические рыболовные поводки, которые с помощью простого соединения петля в петлю можно присоединить практически к любой рыболовной оснастке. И как вы уже догадались, в этом видео речь пойдет об изготовлении поводков. Вначале я покажу, как изготовить поводок с одним крючком, и во второй части видео сделаем поводок с двумя крючками. Итак, сейчас мы будем вязать поводок с одним крючком. Для этого нам понадобится непосредственно сам крючок и леска. Вначале берем, отматываем немного лески, но при этом пока ничего не обрезаем. И первым делом наша задача конец лески привязать к нашему крючку. Привязывать будем стандартным узлом. Называю я этот узел стандартным, потому как это самый популярный узел среди рыбаков для привязывания крючков. Если сейчас будет что-то плохо видно и вы не поймете, у нас есть отдельное видео, где мы вяжем этот узел на толстых шнурах. Там все очень хорошо видно и понятно. Ссылки я оставлю внизу в описании под этим видео, так что смотрите. Берем конец лески и вот таким вот образом продеваем в ушко крючка. С обратной стороны немного достаем его и загибаем вот здесь. Вот у нас получается такая петелька. Теперь рукой перехватываем вот эту петлю, а другой рукой вот этот рабочий конец где-то 4-5 раз обматываем вокруг цевья крючка. После каждого оборота вот этими пальцами удерживаем нашу обмотку. Вот, сделали где-то 4-5 оборотов. Теперь быстро перехватываем обмотку другой рукой. И у нас получается, вот есть конец свободный и петля наша. И этот конец просто вставляем в петлю. Все, теперь это все дело смачиваем и одновременно за два конца затягиваем. Хорошо затягиваем. Теперь вот эту вот всю намотку подтягиваем к петле. И еще так вот хорошо затягиваем. Все, теперь лишний конец обрезаем. Наш крючок надежно привязан к леске. Теперь выбираем необходимую длину поводка. Здесь длина может быть разная, потому как под разные условия ловли, под разные снасти используются определенные длины поводков. Ну и сейчас, чтобы было хорошо видно, я сделаю небольшую длину поводка. Вот где-то вот здесь. Поводок у нас будет сантиметров где-то, может, 10-15. Вот, и здесь делаем такой вот загиб. И вяжем петлю узлом восьмерка. Про это тоже у нас есть отдельное видео, так что если будет неясно, смотрите. Вот делаем вот такой вот как бы петелечку, поворачиваем на 180 градусов и в эту петлю продеваем другую петлю. Вот у нас получается узел в виде восьмерки. Смачиваем и затягиваем. Все, затянули, и теперь обрезаем вот эту леску, которая у нас идет с бобины. Все, поводок с одним крючком у нас готов. Теперь будем вязать поводок с двумя крючками. В принципе, процесс вязания поводков с двумя крючками очень похож на вязание поводков с одним крючком. Вначале делаем все то же самое. Отматываем немного лески и к ее концу привязываем первый крючок. Вяжем точно таким же узлом, как и предыдущий поводок.
Все, первый крючок у нас привязан. Теперь отмеряем необходимую нам длину поводка. Но здесь нужно учесть такие моменты. Во-первых, нужно учитывать, что немного лески уйдет на привязывание второго крючка. И также немного лески уйдет на петлю, которая будет между крючками. Поэтому отматываем с запасом. Сколько нужно делать запас, точно не могу сказать. Ну, я думаю, со временем, если будете вязать эти поводки часто, то привыкнете. Ну, где-то вот так возьмем. Здесь откусываем. И к противоположному концу этой лески привязываем второй крючок. Все, вот у нас получается такая ситуация. Идет отрезок лески, и на обеих концах привязаны крючки. Теперь эти крючки выставляем таким образом, чтобы один был выше другого. Потому как если они будут на одном уровне, то в процессе рыбалки они будут все время путаться между собой. Вот так вот выставляем. Главное, чтобы один крючок не доставал до другого. Вот так вот выставляем, и вот здесь на изгибе, вот здесь делаем петлю восьмерка. Смачиваем и затягиваем. Подтягиваем за один крючок и за второй крючок. Вот у нас получился вот такой поводок с двумя крючками. Как видите, они у нас получились, как я и говорил, на разных уровнях. Сейчас покажу, как он крепится к основной леске. Вот представим, что это основная леска. Я заранее на ней сделал петелечку. И теперь с соединением петля в петлю крепим к ней поводок. Вот так вот накладываем. И продеваем сюда один крючок. И второй крючок. У нас, кстати, тоже есть отдельное видео. Там также мы показываем на толстых шнурах соединение петля в петлю. Если кто-то еще не знает, то также можете посмотреть. Вот такой вот у нас получился поводок с двумя крючками. Два крючка — это, конечно, не совсем спортивно, но тем не менее это тоже имеет право на существование. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч!